Всем привет! Итак, отдых закончился, работы продолжаются. Коротко о том, что сегодня в видео. Сняли мы ванну. Внизу вода. Так, теперь мне надо снять унитаз. Ну, во-первых, болтается он тут на таком силиконе. Я прям так колупаюсь. Я не думаю, что сильно интересно. Вода все-таки здесь гуляла. И вот эти вот вещи, видите, по краю. Смотри, как она стояла. Видишь? Что ты пришел? Я ж тебя уже покормил. Одного причем. Ты самый хитрый, самый голодный все время. Вот такой у меня инструмент. Так, взял я еще порцию на копчение. Все. Ладно, закрываю. Ну а это видео предыдущее, прогулка по Брачану. Я вам оставлю ссылку в описании. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Лето закончилось, и видео с отдыхов будет все меньше и меньше. Ну и неделю я был электриком. Работа, можно сказать, не тяжелая, но она нудноватая. Соответственно, если бы я снимал все видео, как я делаю каждую розетку, вы бы просто заснули или не смотрели. С розетками и выключателями у меня все закончено. Осталось только поставить рамки. Но это уже Света сама купит, не купит. Они тоже стоят денег. Пока это не важно. Главное, что не все работают. Светильники почти все установил. Света купила около 20 светильников новых. В общем, все светится, все горит. Осталось там буквально пару светильничков. Ну и вы должны всегда рассчитывать, что если хотите поставить новый светильник, скорее всего, надо ремонтировать будет стену. Старые были немного больше, приходилось их перемещать. Ну и новый светильник может высветить какой-то брак на стене. Получилось! А куда она денется с подводной лодки? Так, еще два. В этой комнате. Так, и при установке светильника, если подумал, здесь есть две лампочки. Понимаете как? А зачем мне вот эта подсветка под потолок? Я поставлю на низ, а там надо будет включить себе, не? Пока что не нужно светить столько освещения. Ну, в другой комнате, где я сейчас сплю, там очень высоко купила Света такие светильники, тоже симпатичные. Один я поставил старый, ну и приехало мне полно всяких ванн, душевых кабинок, дверей. В общем, работы теперь серьезной еще есть много. Ссылки, посылки, посылки. Ну, еще есть один такой светильник, надо повесить над столом его в кухне. Ну, то есть стена не мешает. Вон стена, вон голова. Здесь был старый слив, он мешает. В общем, иду работать над этой проблемой. Карандаш, карандаш. В 80% случаев люди при покупке таких квартир, домов, ванные комнаты переделывают полностью. Сантехнику, электрику. Но здесь я делаю только по минимуму. Я даже предлагал Свете поставить какую-то треугольную ванную. Было бы немного проще и быстрее. Ну, теперь надо мне разбивать, переделывать этот слив. Ну, там вылезут сюрпризы. Смотрите дальше.
Ну, я бы вообще этот дом назвал дом с сюрпризами. Тут сплошные сюрпризы на каждом шагу. Урезать что-то. Ванной никто не пользуется, только туалет. Здесь все сухо, швы сухие. Ну да, вода будет. Я напомню, что в начале мне было очень странно, что здесь вот такие сырости были. То есть вот эта стена вся была разрушена. Какая штука. У меня такое ощущение, что они замазали чем-то странным, и оно из-за этого вздуло. Наверное, чуть займусь этим, посмотрим, что тут надо. Кстати, здесь, так как сырость есть, но нежелательно использовать все эти гипсовые шпаклевки. Я уже говорил, и вот на данной стене я вам показываю. Но на самом деле, я вам скажу, просто этот дом не отапливался хорошо. Здесь все отваливалось от сырости. Там за стеной все это было, ну все колонна. Все было в сырости. Я не мог понять, откуда эта вода течет. Но как по мне, мне кажется, что здесь стояла джакузи. Это был слив для джакузи.
Когда я это все разбил, мне надо теперь подсоединиться сюда по новой. Но здесь какие-то чудеса у меня открылись. Это я снимаю уже чуть позже. Видите, как вода вытекает? И вот это было не приклеено. Резинки здесь нету. То есть она должна была стоять на клею. Ну, в общем, было все странно. И то есть 100%, что отсюда сочилась вода. Медленно, но уверенно. Причем, даже если не пользоваться было этим джакузи, а пользоваться только умывальником, на данный момент, видите, стакан. Стакан этот слив, выход отсюда воды. То есть в данной ситуации уровень уже одинаковый выхода и вот той нижней трубы. То есть если я сейчас открою вот этот кран, то уровень воды поднимется, что в стакане, что здесь начнет выходить через. То есть явно отсюда выходила вода и шла под пол. Вот это вот стоит гуайна. То есть это водонепроницаемое такое покрытие. Я не знаю зачем, но почему они не сделали вот эту пенденцию, наклон трубы? Видимо, потому что здесь какой-то горб, видно, тоже труба идет и накрытая чем-то. То есть я это все должен буду разбить, уже со Светой решили, где-то до стакана. Аккуратно вырезать плитку. И потом прийти либо к ванне, либо я вообще с ванны могу сделать через эту стену. Посмотрим как, подумаю. И выпустить ее. Там есть в земле, поцетто называется, куда сливаются все эти трубы. И дальше идут уже на выход. То есть я могу выйти со стены отсюда и каким-то образом дойти до нее. Посмотрим. То есть это будет более как бы логично. И никаких посмотрим. Все это по ходу. Все это вам покажу, расскажу. Ну, я уже задолбал вас, наверное, своими рассказами, прогулками. Он вытащил эту штуку оттуда, этот переходник. Что там, вода стоит? Она же должна вытечь вон туда. Блин, надо открыть. Оно же выше, чем там, значит, оно должно уйти. Оно же здесь выше, чем тот стакан, значит, он должен уйти туда. Надо открыть, посмотреть, что. Ну что, тоже, наверное, интересно. Ну что там, просто стакан. Но... О, оно туда идет. А что за хрень? А что такое? А что это происходит? Не понял. Получается, что оно идет сюда. Ну да, здесь, значит, надо просто длиннее трубу поставить. Оно здесь и просачивалось, потому что там и прокладки-то не было. Вот, оно должно туда уходить. Ну да, так уходит. Санта-Анна. Самая чистая вода. Канализацию чистит будет просто чистейшая. Шучу, конечно. Ладно, понятно. Слишком низко. То есть там очень опасно, если останется какая-то щелочка, надо
хорошо приклеивать. Окей. Все равно не понимаю. Они положили трубы, а сверху на трубы положили эту гуайну. Толь. Для чего? Это что, получится гидроизоляция? Ну, не знаю. Вряд ли они ее смогут так положить, чтобы прямо она даже вокруг трубы, вон той щель. Черт знает. Как по мне, сначала вниз, намного ниже ложится эта гуайна, а потом уже трубы заливаются стяжкой. Блин, как запарили эти пчелы, или как они называются. Пару дней назад открывал окно, не было их тут. Уже опять семейство. И они кусаются. Твари. Хорошее средство. А в прошлый раз купил, то такое, воздухом гоняет их и все. То здесь они завелись, на этом окне. Так, у нас же свет есть. Уже электрик приходил. И маленького нема. А одна укусила и меня, и еще кого-то здесь. Хотел окно открыть. Они кусаются, если они там сидят. Я же это, рыбу вялю. То ее прячу то от мух, то от кошек. Опять иду воевать. Только что укусила меня одна, это опять оса, или как они называются, какие-то маленькие. Смотрите, только я их выгоняю с одного места. Они уже здесь один раз пытались обосноваться. Опять, блин, их гнездо, блин. И они его охраняют, понимаете? Твари, сейчас я руку поменяю. Блин, я не знаю, как здесь Света собирается жить, при том, что она их боится. Если бы они ее укусили, она бы, наверное, так, прицелились. Твари, блин. Смотрите, как они летят. А-а-а! И эта фигня, говорят, что написано, ну что она остается там, как бы второй раз, они уже туда не прилетят. Хотя уже один раз, недели 2 назад там пшикал в том же самом месте. Ну и вот, думал я, аккуратно вырежу, и эта плиточка как-то отстанет. Вот вам и старый дом, и... Плитка оказалась, что держится супер. Вот так вот она пополам ломается. И сейчас возникает сразу проблема, а чем ее надо будет заменить. И смогу ли я найти такого же типа. Почему всегда легче разломать все. Ты не паришься, ты не трясешься над каждым кусочком. Вниз ты боишься сейчас пойти, чтобы не разбить какую-то трубу, ты ничего не знаешь. Всегда легче все сломать и не бояться, с тем расчетом, что потом меняешь. Так, ну вот я добрался до дна, до вот этого. Эта труба идет где-то в этом направлении. Все оно мокрое, сырое, как видите. Буду резать эту гуайну. И там посмотрим, что у меня дальше. Сняли мы гуайну. Внизу вода. Ну и зачем гуайна, под которой гуляет вода? И сверху, и снизу. И трубы пока не видно. Неужели она там в бетоне? То вообще пипец. Еще такого не видел. Так, теперь мне надо снять унитаз. Ну, во-первых,
Болтается он тут на таком силиконе. И надо проверить, что внизу. Ну, буду вам кусками показывать, то как я прям так колупаюсь. Я не думаю, что сильно интересно. Да иди ты отсюда, эти осы, блин. Так. В окно. Ну вот, то, что я Свете говорил, что эти резинки, она должна быть мягкая. Она со временем становится деревянная. Ее желательно менять. Как я это чищу все? Можно как-то потихоньку. Что стрёмно все, не? Я только одно покажу и вам, и ей, что вода все-таки здесь гуляла. И вот эти вот вещи, видите, по краю. Вот эта штука, он стакан, по идее, должен быть немного выше этого. И он должен быть застукан. А и здесь могло протекать, где угодно. Короче, одно западло. Тут показываю еще одну проблему. Видите, эта штучка была здесь стояла. Она не так должна работать. Что она просто лежит. Она должна впритык войти туда. Я Свете сказал, надо проверить. Она говорит, ну проверяй. Вот проверил. Я не верю, что она настолько высохла, что она была раньше плотно, а сейчас она стала вот так вот болтаться. Я извиняюсь, я без микрофона, у меня пылюка одевает, я тут всю аппаратуру испорчусь. Вот показываю вам, я почему говорю, что я научился сам делать и гидравлику, и электрику. И я не хочу их звать из-за этого. Потому что ходить за ним и каждую дырку проверять, а где-то он все равно где-то сбракует, вот так вот поставить, да, оно-то будет работать до какого-то времени. А потом эти проблемы вылезают, и если ты ведешь, скажем, всю стройку, ты потом за это должен отвечать. Поэтому мне всегда спокойнее, если я пойду это сделаю. Ну как вот я вам говорю, что получается, что я всех обсираю. Но если я куда не ткнусь, везде какой-то тупизм вылазит. Ну что я сделаю? Ну не везде, конечно. Но очень много, очень часто. Здесь в любой работе нельзя допускать, там оставлять какую-то дырочку. Вот одна дырочка, она может создать огромные проблемы. Также и та дырочка там. Вот так вот. То есть вот я вам показываю в Leroy Merlin, что там должно стоять. Есть разные типы, виды, но там просто поставили трубу канализационную, и она не для этого. Поэтому я не могу найти переходник на нее, потому что она нестандартная. Что ты пришел? Я ж тебя уже покормил. Одного причем. Ты самый хитрый, самый голодный все время. Видишь, никого нету, я тебе тихонечко вынес, ты поел. Все, ты мне теперь друг. В общем, для общего развития всем объясню. Видите, в салоне какой уровень пола? По идее, если бы он здесь тоже был такой, то спокойно можно было бы сверху на вот эту вот гуальну гидроизоляцию положить сверху трубы и засыпать их вот таким слоем с учетом наклона и пенденции, слоем стяжки. То есть тут было бы все идеально. Но проблема в том, что потолки очень низкие, понимаете? Если их поднять до такой степени, то уже будешь чуть ли не упираться головой в потолок. Видимо, поэтому
Ну, то есть, когда-нибудь, если что-то можно так сделать, до такой степени поднять и все, но как-то немного все нестандартно, понимаете, надо выкручиваться по ходу. Кстати, а вы чистите фильтры в стиральной машинке? Я вот почистил. Моя зарплата за работу. Видите? Ну да, она очень большая, немного нестандартная. Обычно сюда сотки достаточно, а тут 120. И она не есть канализационная. Она либо белая, либо серая, это красная, ну не знаю. Ну посмотрю, что есть в этом. В Marlene. А это на сотка, взяли как стандартную. Ну и уже не хотели, видимо, да, видите, это сотка. И не хотели, видимо, уже метять, типа, да, уйдет, говно-то и уйдет. Ну да, но не так она должна уходить. Ну и надо трубу попробовать эту, не знаю, либо поменять, либо что, я ее чуть колыхнул, она начала течь тут. Я намазал смазкой, не знаю, открутится. Ну и теперь мне надо выходы водяных труб сделать под кран. Ну, долблю, смотрю, что там такое. Там что-то было такое, видимо, рассчитывали раньше тоже такую ванну ставить. Ну, в общем-то, удобно получается, что есть трубки, к которым можно потом будет подсоединиться. Ну, пока расчищаю все. Многие при такой работе и установке ванны не парятся там загонять ее под плитку. Никто же не будет новую плитку менять, но я предпочитаю, что ванная должна заходить немного под плитку, чтобы вода, когда стекает с плитки, сразу попадала на ванную, а не на какой-то силикон, соединения, которые рано или поздно все равно протекают. Посмотрите на стену, она вся черная в потеках. Это то, что говорит о том, что все это протекало вниз тоже. Ну и сейчас делаю дырку под трубу для слива воды с ванной. Кстати, возле меня вот эта яма, это все продолжение эпопеи со счетчиком. Они его пришли, установили, потом сняли, провели трубу к соседям, сказали, что скоро исправят, но никто чего-то вообще не шевелится. В общем, пока эта яма мне и пригодится. Легче было эту дырку сделать сверлом, но у меня не оказалось сверла. В общем, дома надо взять еще полно всякого инструмента, с которым более удобно будет работать. Вот такой у меня инструмент. Пипец. Ненавижу. Я вот из-за этого хочу обратно в Советский Союз.
Ну как его вытащить теперь? Ломалось, представляете? Ну как такое железо можно делать? Вы его для чего делаете? Злости не хватает, блин. Ладно, надо мне с дома принести. Что мне надо, уже знаю, что надо. Так, сделал я еще порцию на копчение. Иду повешу. Ну все, тлеет и тлеет. Не знаю, правильно, неправильно. И главное, что она работает. Фольга. Была какая-то домашняя, я не знаю, где она, потерял. Там все идет. Дымок. Сделал трубочку такую. Все. И я иду заниматься своими делами. Так, что-то глянуть, что там. А что там? Рыба висит-то и все. Че не видать, все в дыму. Ну, хорошо. Да еще до обеда постоит. Наверное, хватит. Ну и вот я 2 часа сюда не приходил. И 1,5 часа. Тлеет себе потихоньку. Нормально. Так, где у нас тут опилки? Слушайте, а у меня 2 руки. А как мне это сделать? Что будет дымить? Чуть сделаю дырочку побольше. Разожгется? Наверное. Закрываю. Сверчки. Хорошо. Комары. У меня барьер для комаров. Все. Так. Хорошо. Все работает. Ну и на участке здесь тоже не соскучишься. То трава, то листья. Решил я немного поубирать листья и постричь траву.
Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, благодарю за лайки, подписки и комментарии. Всем пока.